Ура! Наконец-то мы прорвали через грозовые фронта, дождевые там какие-то тучи и прибыли в картину. Знаешь, я, наверное, все. Чего? Ну точно. Это мы, два неудачника. Мы ничего не покорили сегодня. Нашли глубочайший бункер. Капец, мы уже спустились пролетов 5 и все еще идем вниз. Всем привет! В этих сериях мы будем рассказывать о нашем большом путешествии по Доломитам. В первой части нашего отпуска у нас было запланировано посещение фестиваля Balaton Sound. И далее мы отправляемся к Доломитам. Итого маршрут мы составили следующим образом. День первый – Краков, замок Лейтава, Братислава. На следующий день мы отправились в Венгрию, к озеру Балатон. Дорога от Братиславы до Замарти, где проходит фестиваль, заняла около 2,5 часов. День 5. По плану посещение Венгарского ущелья и озера Блед в Словении. Из Словении мы отправились в Италию на озеро Гарда, где планировали сходить в пару треков и также посетить знаменитую велосипедную дорожку возле города Лимоне суль Гарда. На 9-й день у нас был запланирован переезд в основную точку нашего маршрута в город Кортина д'Ампеззо. Мы остановились в кемпинге неподалеку от этого города. Каждый день на машине мы ездили в какую-либо точку нашего маршрута. Мы прошли первую в своей жизни феррату. Феррата Каскад де Фанс. Это был один из самых незабываемых и адреналиновых моментов всего путешествия. На следующий день мы отправились на знаменитую петлю вокруг Тричима де Лаваредо. В один из дней мы попытались покорить Монте Тудао, но из-за заброшенности маршрута вернулись назад и как утешительный приз решили поехать к самому инстаграмному озеру Лаго де Брайа. На 13-й день нашего путешествия мы отправились к озеру Сарапис. По дороге обнаружили и исследовали форты и бункеры времен Первой мировой войны. И завершили свое путешествие по Доломитам, поднявшись на фуникулере на вершину Сичедо на высоте 2500 метров, одной из самых красивых панорамных видов в Доломитах. На 15-й день из-за непрекращающегося дождя и сильнейших гроз мы прервали свое нахождение в Доломитах и отправились в Австрию, где заселились в голд-кемпинг Сида Бен, который оказался отличным местом для отдыха. В Австрии мы посетили замок Хахастервиц и Бад Кляйнкирхам, где нас ждал термальный комплекс Святой Катерины.
На 18 и 19 день мы начали движение к дому через Зальцбург и Брно. По традиции, приезжая в Чехию, каждый обязан съесть вепрево колено. Вот оно. Такой маршрут у нас получился. И в своих дальнейших видео мы подробно постараемся показать и рассказать о этих местах. Мы длительное время пытались выбрать хоть какой-нибудь отель в Братиславе и остановились на этом хостеле. Основное это была близость до центра и наличие парковки. Но так как парковки все равно нигде нет, выбрали хотя бы что-то. 28 числа мы выйдем из Кракова и поедем в Братиславу. Так, для подготовки мы используем тетрадка с различными записями, книжечка про Доломиты, на польском купили в Кракове, первая книжка. Книжка вторая, в общем, трекинг, хайкинг, различные описания. Книжки хорошие, нет картинок. Следующая, Виа Феррата, Доломиты. И последняя книга. Собственно говоря, тоже Доломиты, трекинг, хайкинг. Доломиты. Мы запланировали маршрут до фестиваля Balaton Sound, и теперь мы перешли к самому интересному, непосредственно к самой части отпуска. И первая точка маршрута – это озеро Гарден. Сейчас, собственно говоря, и разбираем на карте, как мы туда поедем. А что у нас получается по километражу? 760 километров. От Замарди до Гарды. Очень сильно волнуется наш Тимофей. Так, мы сейчас занимаемся подготовкой снаряжения. Пробуем поставить палатку перед походом. С этой палаткой поедем в Доломитовые Альпы. Юль, ну как тебе палатка? Большая, но это первое впечатление. То есть здесь будут лежать 2 рюкзака, где-то вот здесь вот. Ну, в принципе, здесь место, где спокойно можно брать карты и играть в карты. Здесь будет висеть фонарь. У нас фонарь большой, не знаю, будет ли нам бить по голове. Но выглядит пока прикольно. Прикольнее, чем эта лебездрическая, в которой сесть нельзя было. Вот. Ну, понятно, что эта палатка, ее тягать с собой невозможно будет. То есть мы ее не возьмем с собой в город. Но вообще, в принципе, мне нравится. Continue straight. Первая мини-санитарная остановка в Словакии. Очень долго искали, где в туалет. Ни одного туалета. И наконец-таки вот он, вот это огромное здание. Это все туалет для тех, кто ехал 5 часов. Словакия. Идем смотреть замок. Юлька идет во всем новом. Все, у меня все новое. Вот туфельки. Наш первый серьезный поход. Мы взяли спортивный рюкзак с дракончиком. Вот, и идем мы очень далеко. В планах 1,6 километра. Ну, по ощущениям, мы будем километров 7 идти, потому что здесь визуально километра 3 вот так вот по прямой. У Сереги визуально здесь километра 3, а карта говорит 1,6. Сейчас мы поспорим. Сереге я, конечно, доверяю больше, чем какой-то карте. Ну, какой-то карте. Какому-то навигатору. Потому что у Сереги дедушка был Картограф. картограф. Так же, как у Сережа, Вити. Так же, как у Вити, папа был да, доктор как реактивных наук. красивая очень.
Альпинистские упражнения. Но мне кажется, палочки здесь сейчас бы были не лишние. Значит, мы тут преодолели минимальный подъемчик. Еще столько же. И мы увидим замок. Вот мои любимые козы. За забором я их не боюсь. Итак, вы сходили в свой первый хайк. Какие ваши ощущения? Ну ничего, слушай, так прям неожиданно, нормально так впряглись. Так что Как вам в новой обуви? Все отлично. Ну я уже ее разносил нормально так. А тебе как? Отлично. Смотровая площадка Братиславы. Я надеюсь, что сюда мы еще попадем в форме, значит, 1,9 километров должны попасть. В общем, очень даже миленько все в центре. Очень даже мосты, большая река, Класс. град какой-то, замок. Мне нравится. Я ожидала, что как-то нам не на то. Всем привет! Сегодня начались наши странствия, длинные странствия по Европе, и сегодня мы уже в Братиславе. Проехали мы ни много ни мало, прошли уже один хайк, поснимали очень прикольные замки, и сейчас мы сидим в очень крутом месте. Сейчас покажу. Вот такое место. Сейчас мы будем пить пивка. Ваше здоровье. Тут у нас главная достопримечательность. Вон она. О. Сейчас на нее пойдем подниматься. В помещении лифта. Сейчас будем пробовать подниматься. Сейчас находимся внутри, на лестнице, и такое ощущение, как будто внутри корабля. Эта херню очень жестко раскачивает.